Наверняка у каждого в голове есть образ такого, знаете, классического продавца. Харизматичный, очень напористый, готовый на все, чтобы закрыть сделку вот прямо здесь и сейчас. Но что, если весь этот подход, который десятилетиями считался каким-то золотым стандартом, на самом деле совершенно не работает в мире больших, сложных контрактов? Сегодня мы как раз и разберемся, почему вот эта старая школа продаж рухнула под весом крупных сделок и как научный подход смог полностью перевернуть игру. Ох, вот эта фраза. И это же квинтэссенция тактики давления. Она как бы заставляет клиента принимать решение немедленно. И знаете, если речь идет о продаже чего-то простого и недорогого, это может и сработает. Но в крупных сделках такой заход — это почти стопроцентный провал. Почему так? Давайте разбираться. Десятилетиями в продажах учили одному. Главное — это искусство убеждения, умение мастерски дожать и закрыть клиента. Но эта модель стала давать сбои, особенно в мире B2B продаж. Ну, оно и понятно, там цена ошибки для покупателя просто огромна, а решение принимает не один человек, а целый комитет. Давлением тут точно ничего не добьешься. И вот это, пожалуй, стало отправной точкой для создания спин. Просто задумайтесь, большинство техник продаж створились на байках про каких-то одного-двух звездных продавцов, но никто и никогда не брался за то, чтобы провести реально масштабное исследование и выяснить, а что же на самом деле работает в тысячах реальных переговоров. И тут на сцену выходит человек, который все изменил — Нил Рекхэм. И что самое важное, он не был очередным гуру продаж. Он был психологом и исследователем, который решил заменить красивые продажные истории холодными, строгими фактами. Его идея была, в общем-то, революционно проста. Хватит слушать байки, давайте анализировать реальные разговоры. Для этого Рекхам основал компанию Huthwaite, и ее цель была не мотивировать продавцов, а исследовать их работу. Только представьте, наблюдатели сидят на настоящих встречах, анализируют тысячи и тысячи звонков и буквально раскладывают на атомы каждое действие продавца и каждую реакцию клиента. Все это ради одной цели — найти скрытые закономерности успеха. Просто вдумайтесь в масштаб этой работы. Было проанализировано более 35 тысяч реальных контактов с клиентами. Это не какое-то субъективное мнение одного эксперта, а гигантский, просто колоссальный массив данных. И вся эта титаническая работа заняла целых 12 лет. 12 лет глубочайшего погружения в реальный мир продаж. Причем география исследования охватила 23 страны. Это доказывает, что выводы, к которым они в итоге пришли, это не какая-то там локальная особенность, а универсальные принципы, работающие по всему миру. Так что же они обнаружили после всей этой гигантской работы? А главный вывод оказался, на удивление простым. Оказалось, что существуют как бы два совершенно разных мира продаж, и тактики, которые приносят успех в одном, гарантированно ведут к провалу в другом. Вот здесь отлично видна разница. С одной стороны, малые продажи, низкий риск для покупателя. Решение принимает один человек, и все происходит быстро. Главное — эффективность. А с другой — крупные продажи. И тут все наоборот. Риск высочайший. Решение влияет на всю компанию. В процессе участвует куча людей, а сама сделка может тянуться месяцами. Здесь фокус уже не на скорости, а на качестве и конечном результате. И тут возникает совершенно логичный вопрос. А что же произойдет, если взять и применить тактику давления там, где покупатель больше всего на свете боится ошибиться? Но исследование Рекхэма дает на это очень четкий и, надо сказать, неутешительный ответ. Команда Huthwaite выделила 4 возможных исхода встречи. Заказ — это победа, сделка закрыта. Продвижение — это конкретный шаг вперед. Например, договорились о встрече с директором. Продолжение — это то самое вежливое «мы подумаем». То есть, по сути, сделка просто зависла. И нет продажи, прямой отказ. Так вот, главный вывод. Агрессивное закрытие в крупных сделках не увеличивает число заказов. Оно резко увеличивает шансы на то, что сделка либо зависнет, либо клиент просто откажется. Давление включает у клиента защитную реакцию. Окей, хорошо, давление не работает. А что тогда работает? А ответ, оказывается, лежит в психологии клиента. Нужно перестать думать о том, как бы закрыть сделку, и вместо этого начать помогать клиенту самому осознать всю глубину его проблемы. Рекхэм выделил 2 типа потребностей. Первый тип — это скрытые потребности. По сути, это просто жалобы, симптомы какой-то боли, раздражения. Это то, с чего обычно и начинается любой разговор.
Ну вот типичные примеры. Система тормозит, неудобно делать отчеты, оборудование постоянно ломается. Знакомые, да? Это важные сигналы, конечно, но сами по себе они очень редко приводят к большой покупке. Это, скажем так, лишь верхушка айсберга. А вот второй тип — это явные потребности. И это уже совершенно другой уровень. Это не просто какая-то жалоба, а четкий запрос на решение, где клиент сам проговаривает ту выгоду, которую он ищет. А теперь давайте посмотрим, как наши предыдущие жалобы трансформируются. Медленная система превращается в необходимость избежать штрафов. Ручные отчеты в снижение риска критических ошибок, а ломающееся оборудование в гарантию выполнения заказов вовремя. Чувствуете, насколько мощнее звучат эти утверждения? И вот это, пожалуй, самый главный вывод всего исследования. Успех в больших продажах почти не зависит от того, как много у клиента проблем. Он напрямую зависит от того, смог ли продавец помочь клиенту превратить эти мелкие проблемы и недовольства в одну большую, четкую, явную потребность в решении. Но как это сделать? Как провести клиента по этому пути от смутного недовольства к четкому запросу? Ответ кроется в правильных вопросах. И вот как раз для этого и была создана система SPIN. SPIN — это не просто набор вопросов, это целая логическая цепочка. Сначала ситуационными вопросами мы изучаем обстановку, затем проблемными находим те самые болевые точки. Дальше, самое важное, с помощью извлекающих вопросов продавец помогает клиенту самому увидеть, к каким серьезным последствиям эти проблемы приводят. И в конце направляющие вопросы подводят его к выводу о ценности решения. Задача не в том, чтобы продать, а в том, чтобы помочь купить. По сути, методология SPIN полностью меняет роль продавца. Он больше не тот, кто убеждает и давит. Он консультант, который помогает клиенту лучше разобраться в его же собственной ситуации, увидеть все риски и самому прийти к выводу, что перемены необходимы. В конечном счете, все сводится именно к этому вопросу. Пытаться ли с помощью манипуляций получить подпись на контракте, или же так глубоко проработать ценность решения, чтобы покупка стала для клиента самым логичным и единственно верным шагом. Философия SPIN дает на это совершенно однозначный ответ.